Здравствуйте, друзья! Цветок, о котором сегодня я расскажу, идеально подходит для оформления зон отдыха, беседок, террас, городских балконов, придомовых территорий и садовых участков. Эта красиво цветущая культура способна заменить и разнообразить многие уже привычные нам однолетники. Речь пойдет про очаровательную и нежную бакопу. Стоит отметить, что бакопа с каждым годом становится все популярнее среди огромного разнообразия ампельных цветов. Растения подходят для подвесных кашпо, балконных ящиков, высоких вазонов и не только. Бакопу также выращивают в домашних условиях и в открытом грунте. Ее соцветия не крупные, но их большое количество в сочетании с длинными побегами и мелкой ажурной листвой создают роскошные цветущие водопады. При несложном уходе и хорошем освещении кустики бакопы наращивают пышную шапку из множества цветов и сочной листвы. Цветение ампельной бакопы проходит волнообразно на протяжении всего сезона. Когда соцветия отцветают, через некоторое время раскрываются новые, и так до глубокой осени. Веточки бакопы красиво свисают с подвесных конструкций и эффектно смотрится рядом с ампельными цветами и декоративно-лиственными культурами. Это отличное вьющееся растение для декорирования балконов, лоджий, садовых беседок и арок, и не только. Бакопа вас удивит и очарует своим долгим цветением и экзотическим видом, которые можно продлить до конца декабря. Этот цветок для многих является новинкой. Бакопа была не так давно завезена на территорию средней полосы, а вот в европейских странах ее уже давно применяют в оформлении парковых зон и озеленении ландшафтов. Плюс бакопы в том, что вы можете ее размножить не только семенами, но и укоренением черенков. Такие вегетативные растения даже зацветут гораздо раньше сеянцев. Чтобы не выращивать бакопу рассадой, с приходом холодов соберите кустики из сада в прохладное помещение. Температура должна быть примерно плюс 10, плюс 15 градусов. Срезанные побеги можно укоренить. Таким методом вы получите много красивых и здоровых растений, которые зацветут уже в начале весны. К тому же есть махровые сорта и гибриды, которые семенами сложно размножить, так как сеянцы редко повторяют декоративные качества материнского куста. Черенкование – это самый простой и надежный способ вырастить декоративную ампельную бакопу в домашних условиях. Среди этой культуры есть много самых разных сортов с яркой окраской и махровыми соцветиями. Бакопа – это настоящая восходящая звезда среди ампельных растений. Но чтобы она радовала вас непрерывным цветением, ей лучше подобрать питательный рыхлый грунт, состоящий из торфа, дерновой земли и небольшого количества речного песка. При выращивании бакопы в контейнерах на дно емкости обязательно укладывают слой дренажа. Культура любит свет, тепло и влагу, но при всех требованиях сложной в уходе ее не назовешь. Конечно, в открытом грунте холодных садов бакопу на зиму нет смысла оставлять, так как она не перезимует. Но на холодный период растения можно сохранить в крытой теплице или при прохладном домашнем содержании. Если кустики с осени вовремя занести в дом, они будут радовать вас своей зеленью и цветением до января. Кстати, среди разновидностей бакопы есть растения, которые способны расти даже непосредственно у кромки водоема и в воде. Такими цветами можно украсить садовый пруд, бассейн или фонтан. Интересно, что длина ампельной бакопы может достигать около метра. Изумрудные плети с нежными цветками эффектно покачиваются на ветру и создают красивые висячие сады и цветущие композиции. Если вьющуюся бакопу высадить в открытый грунт, ее плети укроют землю сплошным густым ковром. Растение будет удачно смотреться свисающим с подпорных стенок и склонов. Цветение бакопы волнообразное. Цветки, похожие на яркие звездочки, закладываются в каждой листовой пазухе. После того, как они опадут, куст украшает изумрудная зелень. Но уже через несколько дней растение вновь выпускает свои очаровательные бутоны. И так
длиться до холодов. Для стимулирования к обильному цветению бакопу необходимо своевременно поливать, подкармливать и укорачивать отцветшие побеги. Среди многочисленных сортов стоит обратить внимание на декоративные гибриды. Очень красивые махровые сорта с более крупными цветками, похожими на нежные кружевные фиалки или розочки. Но даже самая обыкновенная белая бакопа весьма популярная. За ее эффектное обильное цветение в Европе это растение называют снежные хлопья. Хотя для своих композиций вы можете подобрать разные варианты с розовой, фиолетовой, синей и прочей окраской. Есть также растения с золотистой листвой. Семена разных сортов можно приобрести в крупных садовых супермаркетах или специализированных магазинах. Посевной материал, как и рассаду бакопы, несложно найти через интернет. Семена мелкие, поэтому высевают их поверхностно. Чтобы ваши усилия не оказались напрасными, приобретите качественный грунт. Перед посевом его лучше обработать фунгицидными препаратами. Хорошо себя зарекомендовал Привикур или Магникур Энерджи, Радифарм и другие препараты системного действия. Для прорастания всходам понадобится температурный режим около плюс 20-25 градусов. Сеянцы пикируют с появлением 3 настоящих листочков. При последующей пересадке растения немного заглубляют в грунт. В сад бакопу можно переносить с потеплением, чтобы не было возвратных ночных заморозков. Молодые кустики необходимо своевременно поливать и подкармливать. Гораздо легче бакопу сохранить в зиму и потом ее начеренковать. Здоровые побеги нарезают длиной около 12 см. Затем срез обрабатывают корнеобразователем и заглубляют во влажный грунт. Многие поступают еще проще, оставляя веточки в воде до появления корешков. Вы удивитесь, но бакопа это не только эффектное декоративное растение. Некоторые ее виды используют как ценное лечебное средство. Считается, что бакопа манье стимулирует мозговую активность, помогает укреплению и восстановлению нервной системы, а также благотворно влияет на омоложение организма. Для озеленения разных зон в саду, приусадебной и жилой территории, а также балконов и террас отлично подходят декоративные гибриды. Подберите себе растения на свой вкус. Для длительного и обильного цветения вазоны лучше располагать на хорошем освещении. Не стоит также забывать о поливе. Бакопу придется часто поливать, особенно на солнечном расположении. В тенистых местах веточки будут оголяться, и большого количества цветов вы не увидите. Культуру также потребуется кормить уже с весны до осенних холодов. Для формирования куста в виде шара побеги прищипывают. Если все делать правильно, бакопа будет очень долго вас радовать своим благоухающим водопадом из ажурной зелени и цветов. Она также удачно сочетается в совместной посадке с ампельной петунией, лобелией, дихондрой, алисумом, калибраха и другими растениями. В отличие от цветущих летников, соцветия бакопы самоочищаются. Отцветшие цветочки со временем сами опадают, что делает декоративным куст в течение долгих месяцев. Попробуйте вырастить бакопу из семян или приобретите в сезон ее готовую рассаду. Уверена, что этот ампельный цветок вас непременно порадует и очарует своим долгим цветением, универсальностью и неприхотливостью. Поделитесь также своим мнением об бакопе. Не забывайте подписываться на наш канал, чтобы всегда быть в курсе и не пропускать выход новых роликов. А если это видео было вам интересным, не забудьте, пожалуйста, поставить свой лайк. И до новых встреч на нашем канале Добрый сад.